Итак, дорогие друзья, сегодня у нас по плану сборка турбины и наведение порядка вот на вот этом столе. В общем, у меня тут в гараже уже немножко такой бардачок развелся. Мне все это нужно бы подубрать. Короче, сегодня такой влог. Все обо всем будет. Уборка мастерской, сборка турбины. Короче, все подряд. Буду показывать все, как оно есть. Это убираем мы на полочку. Да, ребят, прикупил себе вот такую стеночку я. Очень и очень удобно, я бы сказал. Его повесим здесь, эту машинку. Ну, а здесь у меня как раз розетка. Мне бы еще вот этот выключатель сделать. Что-то как-то все вот это по-китайски или по-казахски, не знаю. Короче, надо это тоже сделать. И вот этот стенд, мне нужно его куда-то убрать, потому что здесь он мне сильно мешает, он мне занимает все мое рабочее пространство, все мое рабочее место, и я не могу полноценно заниматься сборками турбин. Также мотоциклетные ботинки. У меня тут висят все мои вещи мотоциклетные. В общем, здесь тоже непонятная куча вещей. Все это нужно разобрать. Кстати, ребята, это такая маленькая модельная пила. Миниатюрная, для того, чтобы пилить маленькие речки. Прикольная вещь. Но это нужно все убрать с дороги, потому что все это мне мешается. Видите, да? Припасся огнетушителями. На всякий случай. Вот этот завал на столе тоже нужно разобрать. Потому что это не дело. Я так не могу работать в таких условиях. Нужно очень сильно подумать, куда деть вот этот стенд. И куда же мне его поставить? Надо, во-первых, убрать велосипеды из гаража. Они мне сегодня здесь мешаются. Да, вот он, мой мотоцикл. Мой красавчик. Из прикольного, ребят, есть такой самокат электрический. Прикольная вещь. Кстати, классно ездит. Не знаю, батарейка села, наверное, в ноль уже. Нужно зарядить срочно. Так, это солнечные панели. Да, друзья, я сделал себе питание от солнечных панелей. У меня стоят на крыше на гараже солнечные панели. И здесь у меня стоят вот такие большие 3 аккумулятора. Я могу здесь выключить главный выключатель и перейти полностью на питание от этих 3 аккумуляторов. Здесь у меня есть вот такой преобразователь. Это с 12 вольт на 220. Полностью все освещение в гараже у меня может работать от 12 вольт. Для подключения каких-нибудь агрегатов слишком большая нагрузка на этот аппарат. А для освещения, вот для вот этих ламп, то, что у меня есть, да, и вот это вот, этого вполне достаточно. Также нужно навести порядок на моем токарном станке. Я вчера точил гайку для нашего ТРД. Нужно здесь пропылесосить все это. Короче, навести порядок.
Замечательная погода сегодня на улице, но нужно заниматься. Короче, надо срочно заниматься реактивным движком, а то если я еще пару серий выставлю про него, мне кажется, вы меня уже убьете. Сразу дизлайк и отписка. Че, короче, перетащим, да, стенд этот. Блин, он мне так сильно тут мешает. Он такой тяжелый, зараза, мне его так не хочется тащить. А что делать? Еще бы ноутбук бы не навернулся, лучше я его так отнесу, поставлю. Короче, тут надо будет как-то придумать, ноутбук там на стенке закрепить. Я еще не определился с местом, куда я вот эту бандуру поставлю. Либо вот сюда, но здесь у меня по сути самолеты. Либо мне придется вот эту полку ликвидировать с крыльями, где у меня все крылья крепятся. И, блин, и крылья придется, скорее всего, вот этих пару красных ящиков убрать и где-то здесь крылья складывать. Но по-другому никак, мне место нужно. И скорее всего этот балансировочный станок будет стоять вот на этом месте. Нужно будет сделать такой железный стол. Но это будет когда-нибудь в следующих видео. Пока что перетащим его вон туда. О, блин, да что такое-то? Что такой тяжелый-то? Блин, зараза. Килограмм 40. Да ладно, это я так на публику играю. Не такой уж он тяжелый. Сорокетник весит. Короче, таскать его можно. О, сколько места сразу освободилось. Что-то последнее время вообще заленился. Ничего делать не хочу. На YouTube видео снимать. Да и мотивации что-то такой сильной нет. Вы все равно видео не смотрите. Слишком мало просмотров на видео. Короче, потихоньку мотивация падает. Иногда думаешь, а вообще зачем оно все мне это надо? И вот только пару человек есть, которые всегда мне говорят: Андрей, не бросай, Андрей, не бросай, делай дальше YouTube. Это такие, как Игорь Негода. Это он меня заразил. Игорек, если ты меня слышишь, это ты виноват. В том, что у меня теперь нет ничего. В том, что теперь у меня нет времени ни на что другое, кроме Ютуба. Ты меня заразил. Сейчас вот протру здесь это место, ребят, и начнем сборку нашего реактивного двигателя. Ребят, я вытащил вместо вот этой старой шайбы, ее прям уже всю совсем покоцало. Вместо вот этой старой шайбы дистанционной, она была проставкой между крыльчаткой компрессора и подшипником. Ее сильно покоцало. Я вытащил две других с разной толщиной. Если я не ошибаюсь, это 1,7 миллиметра. Это 1,5 миллиметра. То есть на 2 десятки здесь разница. Так как вот это кольцо, я его померил, она 1,5 миллиметра. И что-то мне подсказывает, она была чуть-чуть потолще. И ее со временем просто размазала. В общем, моя задача начать наконец сборку. Начнем мы с этой детали.
На самом деле, ребят, на самом деле собирать турбореактивные двигатели, сколько раз бы я их там не разбирал, не собирал, мне всегда интересно. Вообще, очень интересное занятие. Что-то, блин, туго пошли болты. Мне, ребят, нравится этим делом заниматься. Я могу по 20, по 30 раз разобрать двигатель. И всегда что-то новое, всегда что-то интересное. Даже в этом случае произошел какой-то сбой, что-то пошло не так. И то все равно интересно. Нужно прочистить резьбу. Какая у нас тут резьба? М3. Берем мечик М3 и прогоняем резьбу. Как легко пошел сразу. Здесь теперь вот имеется отверстие для смазки. Ну и протягиваем теперь. Следующим этапом вкидываем шайбу, затем пружину, затем втулку. Так. Не смотрите, что у меня тут так много подшипников, это я просто экспериментировал. Вот так вот подшипник должен здесь легко ходить. То есть мы его нажимаем, и он абсолютно легко и непринужденно здесь ходит. Ну и настало время, я так полагаю, настало время сконнектить все эти детали воедино. Подшипник вроде в порядке, все в порядке. В общем, ложу сюда дистанционную шайбу, которая здесь была. И загоняем все это.
В общем, дособирал я турбину до конца, собрал. Ребят, получилось так, что я собирал турбину и не заметил, как отключилась у меня камера. В общем, дальнейшая сборка вся осталась за кадром. Я уже когда вот эту переднюю часть, вот эту крышку закрутил, обратил внимание на свою камеру, а она уже не снимала. В общем, все, турбину собрал, но есть некоторые нюансы. В общем, от того, что была резкая остановка и высокая температура, корпус турбины и, возможно, вот этот передний диффузор от удара крыльчатки компрессора по ней, его очень жестко повело. И в итоге получается так, что задняя крыльчатка, там вроде бы все нормально, ничего не цепляет. Но на передней крыльчатке я хочу показать вам, не знаю, будет видно или нет. То есть с одной стороны зазоры между крыльчаткой и диффузором, они нормальные, даже чуть-чуть увеличенные. Ну а с другой стороны, я думаю, вот это вот место его видно. Там происходит, там цепляет крыльчатка компрессора о диффузор. В общем, получилось какое-то совмещение всего этого диффузора. Получается, в эту сторону вот так вот его повело. Так, по сути, если взять, то нужно вытачивать новый диффузор и вообще смотреть, что там, где и что там повело. Ну, оно как бы вращается, не критично. Но, естественно, эту турбину ставить уже на какие-то модели, использовать ее именно в каких-то ответственных местах я уже не буду, потому что, ну, это уже не серьезно. Скорее всего, эта турбина будет служить в DIY-ном варианте, то есть для тестов подшипников, для каких-то... В общем, для различных тестов. Я еще не знаю, куда я ее буду использовать. Напомню также, ребят, что компрессор я поставил старый, крыльчатку компрессора, так как, ну, не видел смысла вставить в такую турбину. Хотя мы и нашли отличную крыльчатку, которая по размерам точь-в-точь повторяет эту. Но я не видел смысла пока ставить туда что-то новое, потому что нужно было разобраться в том, что произошло на самом деле с турбиной и вообще будет она работать или нет. В общем, довольно болтать, много уже наболтал, ребят. Собрал со старой крыльчаткой. В общем, теперь нужно ее ставить на стенд и делать первые запуски. Ребят, не знаю, что произойдет, разорвет ее или нет. Короче, что будет, то будет. Так что ставлю ее на стенд и будем ее запускать. Итак, ребят, вот мы на нашем месте. Я тут уже немножко подготовился, но нужно еще закрепить с помощью таких захватов струбцин наш стенд к столу. И можно будет начинать испытания. В общем, если сейчас что-то пойдет не так, то, ну, я не знаю, короче, то тогда пойдет не так. Может просто сейчас все разлететься. Это довольно-таки непредсказуемая турбина. Не знаю почему, но, в общем, вполне вероятно, что может пойти что-то не так. Буду я сейчас ее запускать, но сначала оставлю ее поработать хотя бы на холостых оборотах. И буду проверять, есть ли какие-то вибрации, есть ли касания. Потом я ее заглушу и посмотрю. Я специально сделал на гайке опять штрих черный, чтобы видеть, провернулась крыльчатка или нет. И если будет все нормально, потом уже сделаем полгаза, проверим заодно тягу. Ну и в таком режиме буду обкатывать. Не знаю, буду ли я давать полный газ. Ребят, не обещаю. А может быть и дам полный газ. Но если оно разлетится, то она разлетится вдребезги, мне кажется. Ну или опять так же все заклинит. В общем, неважно, что сегодня произойдет, неважно, что из этого всего получится, важен будет результат и важен будет сам процесс. То есть, как я и сказал, турбина собрана, вроде бы все в порядке, но
Короче, не все в порядке. Передняя крыльчатка компрессора, она задевает за диффузор. И это может привести к тому, что оно очень сильно цепанет, войдет в резонанс и просто тут все раздолбает, разорвет. В общем, неважно, что произойдет, подключаем и погнали. Кстати, нужно сразу немножечко подзаправить, чтобы потом в процессе не отвлекаться. Короче, ее заклинило, ё-моё. Короче, ребят, не знаю, что произошло, но турбину сейчас только что подзаклинило. И я так подозреваю, что в задней крыльчатке где-то. Но, как я и сказал, корпус сильно повело. Поэтому сейчас может произойти все, что угодно. Так, ребят, заглушил, хочу посмотреть на метку на колесе компрессора. Ну и вообще, насколько там сильно трется. Немножко проконтролировать, так сказать. Сейчас нужно будет подождать, чтобы турбина охладилась. И можно будет посмотреть. Охлаждаться она будет до 100 градусов. Тягу видели, да, ребят? Ну, правда, я на максимальные обороты не уводил. Так, ребят, вот она моя меточка. Ничего не провернулось. Все вроде бы хорошо. И тут вот видно, ребят, что колесо компрессора немножечко цепляет в этом месте. Ну ничего, притрется. Ах, да. Ну что, погнали дальше тогда. Стартуем.
Друзья, ну что, вы видели, да? 13 килограмм тяги. Да, немножко она потеряла в тяге все-таки, но это был полный газ. Я вывел ее на максимальные обороты. Но почему-то она не набрала 120 тысяч оборотов, как должна. Только 118 было, я видел. Но 13 килограмм тяги было. Это 100%. Сейчас хочу снять опять нашу сеточку и посмотреть на метку, которую я поставил на валу. Потому что все-таки максимальные обороты это не шутки. И я слышу, что все-таки где-то цепляет крыльчатку. И очень сильно цепляет. Ну да ладно, будем притирать крыльчатку. Что делать-то? Ну вот хочу вам показать, что после выхода на максимальные обороты метка осталась на месте. Ничего не провернулось. Так что тесты продолжаются. Хочу еще раз протестировать, все вам показать. И если все будет хорошо, то это уже будет более какой-то законченный проект. На этом видео по данной турбине уже больше, наверное, не будут выходить. Потому что будем считать этот проект законченным. И переключимся на что-то другое. Многое что есть снимать, показывать. Поэтому не будем зацикливаться на одном. Вы слышите, да, как цепляет? Не захотела, ребят. Не захотела, ребята. Ну, жестко цепляет, жестко. Жесть просто.
Ну что, друзья, что вам еще сказать? В общем, турбина работает, все хорошо. Есть нюансы по передней крыльчатке, да, она немножко задевает. И скорее всего, я думаю, что она задевает, это не дает турбине развить максимальные обороты 120 тысяч, как у нее задано. Поэтому, в принципе, можно взять наждачку и это место, именно там, где задевает, немножко подшлифовать. Я думаю, из-за каких-то перегревов где-то что-то потянуло, утянуло. Ну, а в общем и целом турбина работает, все отлично. 13 килограмм она выдает. Ну, что сказать. Я, в принципе, результатом доволен. Подшипники держат, все хорошо. Можно поставить на эту турбину новый компрессор. И уже с новым компрессором, я думаю, все должно быть лучше. Даже тяга должна быть немножко больше. Ну, а на этом все у меня, ребят. Всем спасибо за просмотр, за то, что смотрели. Комментируем, ставим лайки, если вам понравилась данная тематика. Всем счастливо и всем пока.